Среди моря слухов, плотных графиков и мира, который, кажется, не предлагает покоя, наступает редкий момент, который ощущается как вдох среди шума. Секунда, которая заставляет все остановиться, как будто Вселенная дает нам время по-настоящему почувствовать. И для миллионов сердец, которые любят BTS, этот момент пришел не с криками или прожекторами на сцене, а с одной простой фразой, которая заставила весь фандом замолчать. Никаких камер, никакой грандиозной сцены, никакой музыки. Просто простая записка от того, кто редко открывает свое сердце. Но именно здесь и родилась магия, потому что из этой простоты возникло нечто столь чистое и неожиданное. Признание, изменившее наш взгляд на два имени, которые всегда шли бок о бок в тишине, Ким Тэхён и Чон Чингук. И в тот день Чингук впервые написал слова, которые заставили миллионы на мгновение затаить дыхание. «Я люблю Тэхёна больше, чем кого-либо еще в этом мире». Эта фраза не только потрясла фандом, но и нашла место в сердцах всех, кто верит, что настоящей любви не всегда нужна сцена. И для поклонников BTS, особенно тех, кто следил за историей этих двух имен, Ким Тэхёна и Чон Чингука, это был день, который они никогда не забудут, день, когда Чингук написал, что любит Тэхёна больше всех на свете. Эта простая фраза нашла глубокий отклик, пронзая каждое слово, трогая сердце миллионов, которые ее увидели. Это не было грандиозным моментом на сцене с прожекторами и кричащими фанатами. Нет. Наоборот, это был маленький, теплый и глубоко личный момент. Чингук написал это сообщение, оно казалось простым, но для тех, кто понимал, оно значило очень много. В то время BTS наслаждались перерывом в своем плотном графике. Чингук поделился запиской, полной теплых слов для каждого участника. Но была одна часть, которая заставила всех задуматься. «Я люблю Тэхёна больше всех на свете». Никаких эмодзи. Никаких шуток. Никакого контекста, чтобы не понять неправильно. Самого предложения было достаточно, чистого, честного и настоящего. Как только сообщение распространилось, фандом замер. Хэштег решетка Юнка Окловиста Юнг мгновенно заполонил все платформы. Поклонники, и те, кто давно верил в их близость, и те, кто только что открыл ее для себя, были переполнены смешанными чувствами, восхищением, удивлением и улыбками. Многие писали, это не просто обычные слова любви. Потому что любой, кто следил за ними годами, знает, что отношения Тэхёна и Чингука совсем не поверхностны. Они выросли вместе, поддерживали друг друга в трудные времена и стали друг для друга убежищем. С момента их дебюта их отношения всегда были особенными. Тэхён, с его ободряющей улыбкой и теплым взглядом, всегда мог проникнуть в сердце любого. А Чингук, сильный, но нежный золотой макне, часто проявляет свою любовь через мелочи, молчаливый взгляд, подражающий жест или неосознанные шаги, которые следуют за Тэхёном, куда бы он ни шел. Они не просто коллеги. Они две души, выросшие бок о бок, под одним и тем же давлением, в одних и тех же трудностях и мечтах. В каждом есть что-то, что может понять только другой. И когда Чингук написал эти слова, что он любит Тэхёна больше всех на свете, это было похоже на безмолвное признание. Близость, которая, наконец, обрела форму. Поклонники начали вспоминать маленькие моменты, которые они могли упустить, как Чингук всегда искал Тэхёна в толпе, как он тихо сидел рядом с ним, как его рука иногда неосознанно касалась плеча Тэхёна и как их взгляды встречались среди тысяч людей, словно они были там одни. На сцене они были словно полные противоположности, тянущиеся друг к другу. За кулисами два сердца, которые знали, куда идти. Эта фраза «больше, чем кто-либо» была такой простой, но такой смелой. Речь шла не только о романтической любви, хотя многие интерпретировали ее именно так. Это также может означать глубину привязанности, доверия и утешения, которые можно найти только в том, кто действительно тебя понимает. Чингук был не из тех, кто легко говорит о своих чувствах. Он редко открывался, часто скрывая эмоции за смехом. Поэтому, когда эти слова вырывались из контекста шутки, все знали, это не шутка, это что-то искреннее. Сам Тэхён публично не отреагировал.
Но несколько дней спустя он опубликовал фотографию ночного неба с короткой подписью: «Есть вещи, которые не нужно объяснять». Мир снова затих. Потому что эти слова казались самым нежным и поэтичным ответом на признание в любви. Не всякая любовь должна быть произнесена вслух. Любовь рождается из совместного смеха в репетиционной комнате, из тихой ночной прогулки, из уютной тишины, когда мир кажется слишком громким. Тэхён и Чингук прошли через все это. Они были свидетелями взлетов и падений друг друга, поддерживали друг друга без слов и тепло принимали различия. Возможно, именно поэтому слова Чингука кажутся такими реальными. Потому что такая любовь рождается не из мимолетного восхищения, а из долгого пути, полного смеха, боли и маленьких секретов, известных только им двоим. Многие говорят, что их связь необъяснима. Тэхён – нежный цветок, Чингук – сильная нота, но вместе они создают гармонию, которую никто не сможет повторить. В каждом взгляде и прикосновении тишина, которая говорит громче слов. И в тот день, когда Чингук написал слова, потрясшие миллионы сердец, мир словно прошептал: «Наконец-то это сказано». Этот день стал маленькой частью истории двух великих имен, любимых во всем мире. День, когда Чингук наконец написал, что любит Тэхёна больше всех на свете. День, когда фанаты улыбались, плакали и чувствовали, как любовь просачивается сквозь экран. Потому что, в конце концов, дело не в том, кто прав, а кто нет, не в ярлыках, которые мир пытается навесить. Дело в двух сердцах, которые продолжают вращаться по одной орбите, молча притягивая друг друга, укрепляя друг друга, даже если не все это понимают. Официального подтверждения может никогда не быть, и это нормально. Важно то, что чувствуешь, что видишь в каждом смехе, каждом взгляде и каждом искреннем слове, как в тот день. День, когда Чингук сказал: «Я люблю Тэхёна больше всех на свете». Этот момент, возможно, был кратким, но он был вечным. Простая фраза, но она никогда не будет забыта. И мир понял: настоящая любовь может говорить без слов. Так можно ли по-настоящему забыть тот день? Или твое сердце все еще трепещет каждый раз, когда ты вспоминаешь эти слова? И теперь, хотя время прошло и шумиха утихла, эти слова остаются, тихо отзываясь эхом в сердцах тех, кто их слышал. Это уже не просто вирусная тема или домыслы, а неизгладимое воспоминание, символ чего-то реального и необъяснимого. Ведь в конечном счете, то, что произошло между Тэхёном и Чингуком, было связано не с общественным вниманием или ярлыками, которые мир пытался на них навесить, а с двумя душами, которые росли вместе, понимали друг друга без слов и любили так, как знали только они. Возможно, официального признания никогда не будет, но фанаты знают, некоторые вещи прекраснее, когда остаются загадкой. Ведь настоящей любви не нужны доказательства, ее нужно просто почувствовать. День, когда Чингук сказал: «Я люблю Тэхёна больше всех на свете», был не просто вирусным моментом. Это было напоминанием о том, что в мире, полном шума, все еще есть любовь, говорящая молчанием, нежная, искренняя и вечная. И вот одна простая фраза Чингука изменила все. Не крик со сцены, не гламурный момент, а короткая заметка, которая заставила весь фандом на мгновение замереть. Потому что за словами «Я люблю Тэхёна больше всех на свете» таилось нечто гораздо более глубокое – честность, близость и любовь, не требующая объяснений. Момент, возможно, и прошел, но он живет, как эхо, которое никогда не затихает. Каждый раз, когда фанаты вспоминают его, время словно возвращается к тому моменту, когда Чингук написал его тихо, без масок, без дистанции. И за всем блеском мира они знают, два сердца нашли приют среди тысяч огней. Их любовь – не просто слух или фантазия фандома. Это история о двух людях, которые растут вместе, понимая друг друга без слов. О том, как любовь может проявляться в самых простых формах – записке, взгляде, маленьком шаге, который значит все. Спасибо, что дочитали до конца. Если эта история тоже заставляет ваше сердце биться чаще, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик.
потому что здесь каждая история Тхэкука будет жить не как сплетня, а как маленькая частичка любви, которая никогда не угаснет.